Друзья, если вы столкнулись с тем, что трубочка постоянно проваливается, неудобно пить, есть такой классный совет. Нужна обычная резинка. Можно взять совсем тонкую, оборачиваем несколько раз и потом конец цепляем за нашу трубочку. И все, никуда ничего не денется. Если вы положили, например, в сумку какую-то сумму денег и боитесь, что у вас их вытащат, можно сделать так. Закрываем замок, доводим до сюда, берем, расстегиваем и цепляем. Так просто уже не расстегнуть. Как вам этот совет? Друзья, если вам предстоит чистить большое количество чеснока, он не чистится, твердый, есть такой способ поместить его минут на 5 в воду, и после этого он будет очень хорошо чиститься, потому что все станет мягким. Даже можно без ножа при помощи ногтей все быстренько очистить. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Все мы, друзья, знаем, как достаточно сложно застегнуть пуговицу. Есть такой совет, если у вас ничего не получается, взять скрепку, смотрим, и одним движением руки все на месте. Нужна только скрепка. То же самое здесь. Появились пятна на холодильнике от пальцев, от еды и так далее. Как быстро убрать? Самый простой способ. Обыкновенный стеклоочиститель и салфетка для стекол. Оттирает все. Если вам сложно зацепить ключи, плохо открывается и вы боитесь, например, сломать ногти, есть такой способ, сейчас покажу. Понадобится трубочка для коктейля. Берем небольшой кусочек и сюда. Ну а теперь это сделать будет намного проще. Чтобы рука не уставала, если мы долго работаем за компьютером, можно положить обычную губку. И знаете, насколько уменьшается напряженность руки. Друзья, если ваши чайные или кофейные наборы хранятся вот так вот, это не совсем удобно, занимает много места. Я вам покажу способ. Друзья, чтобы не пачкать терку, когда вам нужно накрошить, натереть чеснок, есть такой способ проще. Если не хотите пачкать руки, чтобы не было чесночного запаха, можно взять вилку. Вот, пожалуйста. Друзья, мы все знаем, что огурцы плохо хранятся даже в холодильнике, но есть такой способ, который позволит им храниться намного дольше. Берем салфетку, оборачиваем огурец, складываем посуду в контейнер, что у вас есть, и нужно будет, если контейнер сверху закрыть крышкой, если у вас вот такая посуда, как у меня, плотно замотать пищевой пленкой.
И хранится все это в холодильнике достаточное время. Как отрезать скотч, если под рукой нет ничего? Сейчас покажу способ. Стяжка. Зацепляем. Вставляем кончик небольшой. Об этот кончик надорвать. Если нужно снять показания счетчиков, я в последнее время делаю так. Здесь смотреть достаточно проблемно, но есть такой способ. Просто фотографируем, а потом уже передаем. Если нужно с миски, тарелки перелить что-то в стакан, 100% может прольет обычная ложка перевернутая, и по ней будет все аккуратно стекать. Как найти конец скотча? Наверное, это знает уже любой школьник. Карандаш, где начинает зацепляться, вот сразу видно. Вот здесь кончик. Если закончились салфетки, я вот эту вот часть выкидываю, а вот эту убираю, отдираю. И она мне пригодится. Хотите посмотреть кино, например, цепляем. Если болтается коврик, можно использовать вот такие вот штучки. Их нужно будет разрезать и подложить под коврик. И с другой стороны то же самое. И коврик будет всегда на месте.